Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, к чему чешется правая рука, а также узнаем о том, как правильно использовать эту ситуацию себе во благо. И поговорим о том, насколько это хорошая или плохая примета, если чешется правая ладонь. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, а прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этой информацией с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, к чему же чешется правая рука, когда на то нет веских оснований и причин? Но вы знаете, случайности не случайны. И мы советуем обращать внимание на любые удивительные события, знаки и символы, которые могут встречаться на вашем жизненном пути. Давайте разберемся с вами, хорошая это или плохая примета, если чешется правая ладонь. А также поговорим о том, как вы правильно можете использовать ситуацию себе во благо. Как мы все знаем, приметы несут как хорошие, так и плохие новости. И давайте начнем с хороших, чтобы настроиться только на позитив. Если у вас зачесалась правая рука, то обратите на это пристальное внимание. Правая сторона тела сигнализирует о том, что в жизни идут благоприятные события и люди, а поэтому оснований для паники здесь нет. И согласно народной примете, вас ждут позитивные моменты, возможно, неожиданное появление денег или даже приятная встреча. Финансовые поступления – это главная трактовка данной приметы. И каналы поступлений могут быть самыми разными, но чаще всего это выплата заработной платы или получение премии, проценты по депозиту, алименты, возможно, какое-то пособие – денежный подарок от близких людей или неожиданный даже заработок. И правая рука, она всегда нам подсказывает о возможном продвижении по карьерной лестнице, что опять же приводит нас к росту доходов. И каждый раз обращаем ваше внимание, что у нас рука чешется именно в тот момент, когда к нам должны прийти финансовые поступления. Поскольку зуд в ладони, а это главный наш денежный маячок, то давайте и поговорим детально. Зудеть может не только тыльная сторона ладони, чесаться может и вся ладонь, и даже плечо руки. Чтобы в полной мере использовать свой шанс на получение денег, мы советуем визуализировать у себя в руках внушительную пачку купюр. Ощутите, как вы держите ее, как вы чувствуете специфическую шероховатую поверхность. Если сложно мечтать наяву, прикройте глаза и помедитируйте о деньгах. Затем крепко сожмите руку и быстро суньте в карман, чтобы денежки никуда не делись. Когда чешется правая рука, обязательно найдите деревянный предмет возле себя. Это может быть дверная коробка или сама дверь, это может быть деревянный предмет мебели, а также деревянный аксессуар, например, расческа из дерева. И почешите руку об этот предмет. Вот эта простая операция даст возможность заземлить полезное ощущение, чтобы примета быстрее сбылась в вашей жизни. Если же вы находитесь на улице, то просто подойдите к дереву и почешите ладонь о кору. После этого уберите руку в карман, и по мнению многих опытных эзотериков, теперь финансовый подарок с вероятностью 100% будет у вас в кармане. Кроме того, если правая рука чешется, то вы можете и определить, в какой именно день это произойдет. Потому что в зависимости от дня недели трактовка будет либо позитивной, либо даже предупреждающей. Итак, если чешется правая рука в понедельник, то готовьтесь к приятной и скорой встрече с новым или старым знакомым. Если чешется во вторник правая ладонь, то ожидайте удивительных подарков. Но не только денежных, а вообще любых материальных.
Если вы почувствовали зуд в четверг, то на пороге скоро возникнет даже неожиданный гость. В пятницу, если у вас чешется правая ладонь, это предвещает приятное романтическое знакомство или встречу с партнером, а также, возможно, предстоящую вечеринку в шумной компании. А вот в субботу и воскресенье обращайте внимание на знаки Вселенной, потому что здесь руки чешутся к хорошей дороге. Поэтому, отправляясь в командировку, обязательно проведывайте родственников и обязательно путешествуйте. Поэтому забирайте положительные трактовки, пусть все эти замечательные события происходят в вашей жизни как можно чаще. Но вы знаете, у данной приметы, если чешется правая рука, есть и обратная сторона. Однако ничего такого ужасного и критичного не ждите. Нужно лишь обратить внимание и проявить здесь мудрость. Зуд руки в среду – одно из неблагоприятных предзнаменований. Если чешется рука, ладонь или плечо в этот день, то ожидайте денежных потерь. Но это в самом худшем случае крупных трат или даже больших покупок. Также, если у вас чешется рука, например, в среду, то это говорит нам о том, что происходит у вас скопление деструктивной энергии. И человек ощущает зуд в теле, когда в его душе и в его жизненном пространстве накопилось достаточно много негативной энергии. Если вы почувствовали зуд в правой руке, значит, агрессия, ярость необходима и ненависть нужно выпускать наружу. Если они направлены на конкретного человека, поможет только откровенный разговор. Если же причина негатива обезличена, то в этом случае обязательно используйте церковные свечи, чтобы облегчить свое состояние. Иногда правая ладонь говорит еще и о необходимости принять какое-то ответственное решение. Поэтому мысленно соберитесь и подготовьтесь. Скоро в вашу жизнь войдет крутое пике. Если чешется ребро ладони или тыльная сторона, знайте, к вам подбирается и мнимый друг. Длительный зуд в руке свидетельствует о попытке подкупа или даже взятки. Вас могут втягивать в какие-то незаконные операции, сомнительные дела, а также невозвратные долги. Будьте осторожны. И также обращаем ваше внимание, что поступление денежных средств сразу после того, как у вас зачесалась правая рука, знаете, это урок для вас. Вселенная вас проверяет, как вы относитесь к деньгам и умеет ли совпадать вы со своими эмоциями. Поэтому не спешите, в большой совет, не спешите тратить все, что пришло к вам. Расходуйте правильно и рационально. Нельзя быть и чрезмерно скупым человеком. Делитесь, занимайтесь добрыми делами, правда, не в ущерб себе, и тогда стабильный финансовый поток обязательно наладится в вашей жизни. Вы знаете, наши предки говорили о том всегда, что простые вещи могут нести в себе глубокий сакральный смысл. Правая ладонь чешется всегда к приятным, как правило, вещам. Не стоит переживать и накручивать себя. Поэтому всем мы советуем мыслить позитивно, для того, чтобы ваша жизнь складывалась самым наилучшим образом, и приятные подарки появлялись в ней как можно чаще.